Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Alina and I'm your Russian teacher. What have I got for you today? A picture description completely in Russian. It's going to be a great way for you to practice your listening comprehension and to learn new words and new phrases in Russian. How's it gonna work? I will show you a picture and then I will describe everything that I see on it. And your task will be to understand everything what I'm saying. Like this, you can pay attention to some new words that you don't know or to some grammar constructions, cases, verbs, tenses, aspects, anything you want. You will have subtitles in Russian, in English, so this way, if you don't understand what I'm saying, you can always turn them on and use them for your reading and listening practice at the same time. And then after I finish describing this picture, I will have questions for you. I will ask about some actions, some verbs, some words that I used in my descriptions. And this way you'll be able to practice your speaking. And what I'm asking you is don't be afraid to speak. When you hear the question, pause the video, think about the question if you understand it or not, and then try to answer out loud. It's important that you practice and that you speak out loud, because I'm sure that you've noticed that when you think about the language in your head, inside your head, everything sounds perfect. You can think, you can construct complex ideas, but when you try to speak, you realize that it doesn't work. You simply cannot say anything. It's simply because you need to practice, and don't be afraid to make mistakes. Anyway, no one can hear you. So, let's begin. Итак, мы видим картинку. Это не фотография, это картинка. Что же мы на ней видим? Мы видим комнату, гостиную. Она так называется, потому что мы принимаем в этой комнате гостей. В гостиной мы видим людей. 6 человек. 2 женщины и 4 детей. Но так как русские женщины не любят слово «женщины», давайте скажем 2 девушки. Мы видим 2 девушек. Скорее всего, это 2 разные семьи. Одна из девушек, давайте назовем ее Майя, и ее 2 детей пришли в гости к другой девушке, к Диане. Детей Майи зовут Марк и Лилия. У Дианы также 2 детей – Кирилл и Вика. На фотографии, которая стоит на тумбочке, мы можем видеть всю семью Дианы. Диану, ее мужа, Вику и Кирилла. Но мужа Дианы, скорее всего, нет дома. Он на работе или в спортзале. Но давайте вернемся к девушкам, которые сидят на диване. Они увлеченно о чем-то разговаривают и смеются. Диана рассказывает Майе какую-то интересную историю. Маленькая Лилия стоит за диваном и тоже внимательно слушает Диану. Ей больше нравится слушать разговоры взрослых, чем играть с другими детьми. Перед диваном стоит стол, за которым сидят Вика и Марк. Они сидят на полу, а точнее на ковре, и рисуют. Мы видим, что Марк веселится, а Вика явно злится. Скорее всего, Марк испортил ее рисунок, и ей это не нравится. Ей не нравится, что Марк ей мешает. На столе, кроме рисунков и карандашей, также стоят ваза с цветами и чайник. Мы видим, что только Майя пьет чай. У нее в руках чашка с чаем. Слева от стола стоит кресло, а под креслом спит собака.
Она наслаждается тем, что дети не обращают на нее внимания, и она может спокойно отдыхать. Позади кресла, рядом с диваном, мы видим большой книжный шкаф, на котором стоит множество книг. Перед шкафом на стульчике стоит Кирилл и пытается достать книгу, которая его интересует. Скорее всего, это книга о животных. Он хочет почитать ее сам или показать ее своим гостям. На книжном шкафу стоит маленькая фигурка слона и растения. Справа от шкафа большое окно. Мы видим, что за окном еще светло. Значит, это утро или день. Это точно не вечер и не ночь. На окне висят красивые бежевые занавески. Также перед окном стоит большое комнатное растение. Оно создает в комнате уют. Далее на тумбочке, на которой стоит фотография, также стоит желтая лампа. На стене справа висит 4 фотографии, а под ними на тумбе стоит телевизор. Он выключен. Также на тумбе стоят часы и лежит несколько книг. Перед тумбой у игрушек, у куклы и у мишки проходит чайная церемония. Вот и все. Если вдруг я что-то пропустила, напишите в комментариях, что еще вы видите. И теперь, как и обещала, я буду задавать вам вопросы. И мой первый вопрос: что делают Диана и Майя? Да, они сидят на диване и разговаривают. А как вы скажете то же самое в прошедшем времени? Вчера. Вчера что они делали? Конечно, они сидели на диване и разговаривали. А как мы скажем то же самое в будущем времени? Завтра. Да, завтра они будут сидеть на диване и будут разговаривать. Отлично. Следующий вопрос. Что делают Марк и Вика? Да, они рисуют. А что они делали вчера? Ага, вчера они рисовали. А что они будут делать завтра? Завтра они будут рисовать. Далее, что делает Кирилл? Правильно, он стоит на стульчике и пытается достать книгу. А вчера что он делал? Да, он стоял на стульчике и пытался достать книгу. А завтра? Завтра он будет стоять на стульчике и будет пытаться достать книгу. Далее, что делает Лилия? Да, Лилия слушает Диану. А вчера что она делала? Да, она слушала Диану. И что она будет делать завтра? Она будет слушать Диану. Вот и все. Надеюсь, вы ответили на все мои вопросы, и это не было трудно. До скорой встречи!